Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Печальное событие произошло накануне вечером в городе Москве во время встречи бывших выпускников, среди которых были известные российские артисты и общественные деятели. Хорошо известно, что Дмитрий Песков и эстрадная певица Маша Распутина последние классы учились в одной школе и даже испытывали взаимную симпатию друг к другу. Поэтому встреча через несколько лет была особо приятная. Помимо этого, в их классе учились и другие известные артисты, такие как Федор Бондарчук и Дмитрий Нагиев, которые тоже оказались на встрече выпускников. После приятной встречи, после долгой разлуки, бывшие одноклассники и известные артисты направились в московский ресторан под названием «Прага» для продолжения банкета. Началось праздничное гуляние. Певица Маша Распутина исполнила несколько известных песен. Дмитрий Песков произнес трогательную речь о бывших одноклассниках, а Дмитрий Нагиев и Федор Бондарчук соорудили импровизированную сцену и провели несколько театральных миниатюр. После окончания праздничного ужина многие одноклассники разошлись, а наиболее близкие друзья Дмитрий Песков, Маша Распутина, Дмитрий Нагиев и Федор Бондарчук отправились в одну из московских гостиниц для более тесного и близкого общения. В этот момент к ним присоединилась и дочь Маши Распутиной, которая на данный момент была в Москве. По данным прессы, одноклассники, известные артисты, забронировали номер на третьем этаже гостиницы. После гуляния в номере они переместились на веранду, которая находилась на высоте третьего этажа. Уже позже стало известно, что в московской гостинице давно не проводился плановый ремонт, что в итоге и стало главной причиной трагедии. В тот момент, когда на веранде находились все 6 участников праздничной встречи, произошло обрушение балкона, что и привело к трагическим последствиям. В результате чрезвычайного события обрушения балкона погибла дочь певицы Маши Распутиной. Сама Маша Распутина и актер Дмитрий Нагиев получили серьезнейшие травмы, а Маша Распутина оказалась в реанимации. Дмитрию Пескову и Федору Бондарчуку повезло гораздо больше. В последний момент они успели покинуть веранду и избежали трагического события. По делу о чрезвычайном событии возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Всю ответственность за данное чрезвычайное событие взяла на себя строительная компания «Радуга Москвы», которая отвечала за плановый ремонт в данной гостинице. Ну а совсем недавно стала известна очень приятная новость о начальнике антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. У Никиты Сергеевича грандиозный праздник. За текущий месяц он дважды стал дедом, сегодня в 13-й раз. У Никиты Сергеевича родилась внучка, назвали Татьяной. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.